Всем привет! Сегодня у нас обзор на губную гармошку фирмы Honor, называется Pentaharp. Гармошку предоставил на обзор фирма Dynaton, официальный поставщик музыкальных инструментов Honor в России. И всем зрителям канала, кто меня смотрит, они дают скидку 10% на заказ музыкальных инструментов, которые вы можете у них купить. Не только на Honor, но вообще на весь ассортимент. По промокоду Чернослав можете его назвать либо в магазине Dynaton, либо использовать при заказе в их интернет-магазине. Ссылку на интернет-магазин и на промокод я оставлю в описании под видео. Пользуйтесь, промокод бессрочный. А идея этой гармошки, Honor, они решили перенести блюзовый лад на губную гармошку, прям чтобы можно было играть его по порядку, по дырочкам. Не как вот на рихтеровской гармошке, а прям вот на вдох-выдох. Идея в том, что этот строй должен быть очень понятен гитаристам. Блюзовые гитаристы, кто учится играть, играют блюз на гитаре, они для игры блюзового лада используют боксы, так называемые. Это рука ставится на 3 лада, и вверх-вниз пальцами просто по этим 3 ладам они двигаются и играют блюзовый лад. Соответственно, сдвигая по грифу этот бокс, они играют одно и то же. Там, блюзовый лад одинаково играется. Примерно так же, как это происходит на губной гармошке. И если этот лад вот прям перенести в губную гармошку, то будет очень легко гитаристу, который знает этот лад, научиться играть его же на губной гармошке. Вообще гармошка получилась очень дружественная, то есть она казуалилась, да, то есть стала доступна, ничего делать не надо, чтобы учиться на губной гармошке, единственное, надо научиться играть в одно отверстие. Вот, и все, дальше вы просто попадаете в лад и играете этот лад. Вот если сравнить губные гармошки с общественным транспортом, то хроматическая губная гармошка – это как такси, то есть вы едете куда хотите и как хотите, да, то есть полная свобода действия из-за того, что у вас есть хроматическая гамма. Диатоническая в настройке Рихтера больше похожа на автобус, то есть он там как-то ехать может, но все равно он должен ехать по определенным остановкам по диатонической гамме, которая заложена в рихтеровскую настройку, плюс там бенды, овербенды. Надо сказать, за 100 с лишним лет традиция и вообще техника игры на диатонической гармошке, она была сильно проработана. И тут появляется новая гармошка Pentaharp, которая, я бы сказал, похожа на трамвай. То есть она едет тупо по рельсам, вот как они проложены, так вы и в этом блюзовом ладу можете находиться, и больше никуда вы из него не выпрыгнете. Хотя я не исключаю, что появится какой-нибудь крутой исполнитель там через несколько лет, который всех уделает и будет играть на этой гармошке круче, чем там мы играем на диатонических гармошках в рихтеровском строе. Вот, давайте посмотрим на губную гармошку. На коробочке здесь изображена Пейтон Тейлор, кантри-исполнительница из Нэшвилла. Она автор-исполнитель своих песен, и вот Honor ее тут поместил. Я, честно сказать, даже не слышал про такую исполнительницу, пока не увидел ее на коробочке. My name is Peyton Taylor. I'm based in Nashville. I'm a singer-songwriter, and I play a lot of acoustic guitar. I play a 6-string mandolin, and now I'm the proud player of a Pentaharp. Hi. Внутри коробочки традиционно коробочка с губной гармошкой. Гармошка это переделанная Special 20 с синеньким корпусом. Больше похож, честно сказать, на Rocket, но вот эти винтики на крышках и вообще форма гармошки, как у Special 20. Хотя Rocket это тоже Special 20, только чуть улучшенный. Тут вот надпись Progressive говорит о том, что Honor немножко лучше постарались, когда делали эту гармошку, чем обычно они делают Special 20, там Big River и все остальное. Смотрите на расположение нот. Тут, конечно, прям вот блюзовая гамма заложена. Вообще гармошку надо было назвать не Pentaharp, а Blues Harp, потому что здесь блюзовая гамма, а не пентатоника заложена. То есть пентатоника от блюзовой гаммы отличается тем, что к пентатонике прибавляется еще блюнот, так называемая пониженная 5-я ступень, по-моему. Вот. Расположение нот вы посмотрите на экране. По выбору тональности гармошки я бы вам советовал взять модель ля, не до, потому что в ключе до они ее маркируют как CM, и можно играть минорную пентатонику в до миноре и мажорную в ми бемоль миноре. Это не очень удобно, это не особо нужные тональности. А вот если взять АМ гармошку, то мы получаем минорную пентатонику в ля и мажорную в до. Это вот как раз то, что нам нужно.
Сейчас попробуем поиграть. Я, естественно, не разрабатывал эту гармошку, я попробовал на ней подуть, и у меня есть много привычек за 20 лет игры на Рихтере, и у меня не выработались. Естественно, я интуитивно пытаюсь сделать на ней то же самое, что я играю на рихтеровской гармошке, но, естественно, на пентахарпе не надо это все делать, гармошка просто сама ведет тебя по блюзовой гамме, ты просто по порядочку дуешь нотки. Играть особо мелодии на ней не получается, потому что лад такой очень специфический, и можно сыграть только мелодии, которые построены по пентатонике. Я сейчас буду ложать, потому что я плохо чувствую эту гармошку, но можно сыграть, например, песню «Ох, Сузанна». Можно дальше, смотрите, там этой нотки нет, можно сыграть бендом. Очень непривычно, потому что, ну, лад другое, расположение нот другое. Можно сыграть Amazing Grace. Тоже такая известная вещь. На губной гармошке ее учат одной из первых. Здесь я попытался ее перенести. Вот так. Понятно, такая смысленная игра на этой гармошке очень сложно, потому что расположение нот очень непривычное. Но давайте попробуем поимпровизировать. Я тут у Стива Беккера надергал минусовочек. Значит, гармошка ля минор, нужна тональность ля, блюзовый ля. Давайте попробуем поимпровизировать. Вот я говорю, я специально не тренировался, вот я сейчас буду тупо брать и просто тупо играть по отверстиям подряд. Ну и плюс какие-то приемы, которыми я владею, они тут мне тоже помогут. Но опять же говорю, гармошка сама тебя тащит прям по блюзу, и гитаристу будет несложно научиться имитировать игру блюза на такой губной гармошке. Почему я говорю имитировать? Потому что вы особо не думаете, что вы играете, то есть вы прям вот в этот коридор, в этот вот, прям на рельсы на эти встаете, играете и все. Вот, но получается забавно, но опять же я говорю, это вообще не очень логично было дать гармошнику с таким опытом игры на диатонической губной гармошке эту гармошку на обзор, просто потому что у меня есть куча привычек, которые мне мешают играть на этой гармошке. Если попросить гитариста, и Honor, кстати, они давали гитаристам на обзор, они говорят, что да, прикольно, удобно играть блюзовый лад и играть блюз, подыгрывать блюз на губной гармошке на пентахарпе. Ну что, попробуем. Ну и так далее. Понятно, да? То есть я вообще не думаю, я играю просто вверх-вниз по порядочку, вдох-выдох, и получается такая блюзятина. Вот, давайте еще что-нибудь поиграем.
можно играть в октаву. Гармошка имеет абсолютно симметричный строй по 3 дырки, и можно с блокировкой и языком, можно играть сколько хочешь, то же самое, что в одну дырку можно играть и в 2, и все параллельно. То есть вы можете одну и ту же фразу играть и на октаву выше, и еще на октаву выше. Вот. Очень просто. Давай, тут еще у Стива Бейкера были минусовочки. И в октаву. Вот, ребят, я не учился играть на этой гармошке, я ее не чувствую, я просто играю вверх-вниз, плюс использую какие-то, вот, как я говорю, привычки для игры, я даже пытался бендить, хотя бендить здесь не надо, и единственное, можно, ну, подъезды делать бендовые, она доступны бенды через дырку, 1, 3, 5 и так далее, там бенд на полтона и на тон можно сделать, а с 2, 4, 6 там интервал полтона, и он почти не бендится. Так немножко можно понижать, но бендовой ноты там толку нет. Про овербенды, я думаю, вообще тут речи не идет. Если исполнитель использует овербенд, он, скорее всего, будет играть на рихтеровской настройке, чем использовать пентахарп, потому что это примитивная гармошка вообще для простого вхождения, для людей, которые не особо хотят заниматься игрой на губной гармошке. То есть тут прям вот лад, как, знаете, как духовая шарманка. То есть вот вы ручечку крутите, там вот ленточка заложенная, она там сама играет. Вот здесь тот же принцип. Вы в дырочке по порядочку дуете, и вы получаете блюз. Вот. Это все были композиции в ля, и мы использовали гармошку ля минор, АМ. Но можно сыграть также и в до. Вот. Меняется немножко лад, но можно играть в до, немножко поменяется фразировка. У меня тут есть тоже от Стива Бейкера. В октаву. Ну и так далее. Вот. В общем, что я хочу сказать. Я не умею играть на этой гармошке, но вот учитывая то, что я
просто умея играть в одну дырку, можно играть, имитировать игру на этой гармошке и играть блюз. Вот. Очень странная настройка, мне она очень непривычна, и я Динатону сразу сказал, что, ребят, обзор будет странный, потому что я честно хотел рассказать, то есть не так, чтобы вот я буду хвалить эту гармошку, а гармошка непривычная и для большинства исполнителей на губной гармошке, наверное, не подойдет, и основная целевая аудитория для этой гармошки именно гитаристы. Но, опять же, я кучу гитаристов встречал, которые говорят, я хочу играть как Боб Дилан на губной гармошке, вот эта гармошка не подойдет. Потому что Боб Дилан использовал обычную гармошку, и звук у него был не такой, как получается на этой гармошке. Вот. Но по ощущениям во рту она приятная, она легко продувается, и, как вы видите, даже не умея играть на губной гармошке, можно играть, имитировать блюз, и можно обмануть там маму или там каких-то людей, которые не очень хорошо разбираются в губных гармошках. Можете сказать, что вы блюзовый музыкант и играете на губной гармошке. Вот такие мысли, такая вот гармошка. Еще раз фирме Динатон спасибо за предоставленный инструмент. Мне было интересно, всегда интересно пробовать что-то новое. Но, как есть такая пословица, старую обезьяну новому фокусу не научишь. Вот это вот мой случай, наверное. Я думаю, что если бы Боря Плотников писал обзор на эту гармошку, он бы что-нибудь интересное мог про нее рассказать. Но у Боря договор эндорсерский с фирмой Saddle, поэтому он не может рассказывать про другие гармошки. Вот. А я, наверное, не настолько грамотный музыкант, чтобы рассказать вам все особенности и все возможности этой губной гармошки, но на первый взгляд гармошка кажется простой в освоении и простой для старта. Но, опять же, ничего вразумительного вы на этой гармошке, наверное, сыграть не сможете. Я так думаю, у меня так вот сходу не получилось. Хотя все в ваших руках, пробуйте. Вот, опять же, со скидкой можно купить у Динатона эту гармошку и попробовать. Все, на этом я с вами прощаюсь. До скорого. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще увидимся.